Всем привет! Мы сейчас собираемся пойти погулять, а заодно зайти на овощной рыночек и кое-что купить. Я расскажу для чего. А пока мне нужно одеть Богдана. У нас еще светит солнышко, но к вечеру становится прохладно, поэтому чуть-чуть утепляемся. Готов идти гулять? Я тоже готов. Вот такой красивый у нас подъезд. Точка. Степа. Здесь тоже цветочки радуют нас. Тут оказывается тепло. Здравствуйте, это наш видеоблог. Заодно вынесем мусор. Ну, как у людей. Давай руку. Можно пошуршать листьями. Богдан, тебе интересно? Скоро научишься ходить, тоже будешь шуршать листьями. Я сделаю тогда. Вон, смотри как. Смотри, желтое дерево какое красивое. Да, это орех. Грецкий орех пожелтел. Грецкий орех пожелтел. А это какая красота. Виноград. Виноград вообще умер. Вдоль забора. Просто виноград. Ну и вот почему-то не собирать. Я грустю за зеленым. Итак, мы купили овощи. Это морковка, огурец, помидор, сладкий перец. И я решила приготовить овощную тарелку, такую закуску. Дело в том, что нас пригласили на свадьбу. Но это будет свадьба не в большом понимании, а это будет просто как вечер, венчание и небольшой стол с угощениями. И я решила поучаствовать и принести от себя овощную тарелку. Мне кажется, такая закуска — это всегда актуальное блюдо, так как практически все любят овощи. Это всегда как свежее дополнение к какому-то другому блюду. И также овощи может есть как взрослый, так и ребенок. И те, кто следят за питанием, тоже оценят такую тарелочку. На самом деле делать ее очень просто. Это нужно нарезать все овощи, желательно такими брусочками, чтобы было удобно кушать и удобно макать в соус. Пока я нарезаю, я немножечко решила поделиться воспоминаниями с нашей свадьбы. У нас свадьба была тоже не такой грандиозной. У нас тоже были просто закуски, бутерброды, канапе и сладости с тортиками. Но я хотела вспомнить какие-нибудь курьезные моменты с нашей свадьбы. Ну и первый — это как я ждала Пашу, и мы должны были ехать в ЗАГС. Дело в том, что он опоздал. Я уже была вся при параде и сидела и ждала своего будущего мужа, а его все не было. И, честно признаться, у меня уже начала закрадываться мысль, что он передумал на мне жениться, но оказалось, просто он
то ли мыл машину, то ли украшал машину, я уже точно не помню. Вот такой был забавный случай. Далее еще один был случай. Мы поехали после ЗАГСа фотографироваться, и мы увидели поле, зеленое поле с овечками или с козочками. И мы решили сделать такую интересную фотографию, побежали к этому стаду небольшому. И на нас выбежала бабушка с палкой и начала нас гнать оттуда. И когда мы убегали, я практически наступила на змею. В общем, это было очень весело. И еще один случай, как мы не взяли с собой гостей ездить по интересным местам в городе и делать фотографии. Мы просто вышли из ЗАГСа, прыгнули в машину и уехали в неизвестном направлении. А наши друзья и родственники просто вышли и не понимали, куда им дальше идти или ехать, потому что, по крайней мере, раньше была традиция, что вместе с гостями ты ездишь по разным достопримечательностям в городе и за городом, может быть. Вот. Но мы своих гостей почему-то не позвали с собой. Вообще я была в каком-то интересном состоянии между небом и землей. Я не сильно контролировала вообще, что происходит. Я была в моменте, я была счастлива. Ну, в принципе, счастлива и до сих пор. Были и другие смешные моменты. Как мне кажется, на всех свадьбах разбиваются бокалы, что я и сделала. Я махнула рукой и разбила бокал. Потом мы с Пашей не могли понять, на какой палец одевать кольцо. Но даже когда закончилась свадьба, не закончились наши приключения. История была такая. Паша, как полагается, заранее забронировал нам номер в отеле в соседнем городе. Он недалеко находится от нашего города, и мы решили там провести время. И после свадьбы нас друг отвез туда, мы попрощались с другом и пошли в отель. Но отель был закрыт, никто нам не открыл, никто нас не встречал, на телефонные звонки никто не отвечал, и мы остались на улице. И мы пошли искать автовокзал, нашли остановку, дождались автобуса и поехали назад в свой город. Мы приехали, конечно же, уже поздно, очень уставшие, голодные, зашли в первую ближайшую гостиницу совдеповского плана, сняли номер и решили, нужно же покушать, включен только завтрак, ужина нет, куда идти. И Паша просто пошел в ближайший круглосуточный магазин, купил какую-то булку, колбасу и вернулся в номер. И мы просто кушали хлеб с колбасой, у нас не было ножа, мы просто откусывали эту колбасу по очереди и так проводили первый совместный вечер как семья. Вот такой интересный случай был после свадьбы, и еще много разных моментов, веселых, смешных. Но это был классный день, все эти воспоминания, они очень добрые и приносят радость, несмотря, может быть, на какие-то не такие уж запланированные моменты. Вот. Вы можете, кстати, под видео написать небольшую свою историю, как у вас проходила свадьба, были какие-то смешные моменты, будет интересно почитать. Ну а я тем временем уже готовлю соус, он делается очень просто. Нужна сметана, какие-нибудь специи с солью и зелень, у меня укроп. Все перемешать и подавать к столу. Это очень вкусно и просто. Мы побывали не просто на свадьбе, а даже на подготовке перед свадьбой. На самом деле это очень мне близко. Мы раньше с девчонками, с подружками моими занимались оформлением свадеб и других мероприятий праздничных. Поэтому мне было интересно посмотреть, как здесь оформляют свадьбы и, так сказать, перенять опыт на будущее. Здание, в котором проходила свадьба, очень необычное. Это старый кинотеатр еще советской постройки. На самом деле все очень круто сочеталось с оформлением свадьбы и с женихом и невестой, с их нарядами.
Вот на такой свадьбе мы побывали, и, честно признаюсь, я даже всплакнула, потому что вспомнила 2012 год, день нашей свадьбы. Это все очень мило, трогательно и приятно вспоминать. На этом все, я буду заканчивать это видео. Спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий, если у вас есть вопросы, ну или просто поболтать. Всем пока-пока, до новых встреч! Thank you.